Добрый вечер. Ее вещи классичны, винтажны и, безусловно, изысканны. Настолько, что некоторых это даже пугает. Сочетать несочетаемое, кожу и кружево, мех и бисер – ее конек. Почему архитектор по образованию, иллюстратор по роду деятельности, стала дизайнером одежды и владелицей модного дома, наша сегодняшняя гостья Наталья Музыченко расскажет сама. Наталья Музыченко, дизайнер, совладелица торговой марки «Жетери», художник, иллюстратор. Среди ее работ – иллюстрации к серии «Золотой фонд детектива», энциклопедия украинознавства, множество детской литературы. Первой представляла Украину на Международном биеннале детской литературы. Сейчас занимается созданием иллюстраций к последней книге известного историка моды Оксаны Новицкой. Кроме того, активно развивает направление декор, считая, что работа с интерьерами является логическим продолжением развития. Любимое выражение «мода, как и архитектура, вопрос пропорций» Коко Шанель. Жизненная кредо – смотреть на все под другим углом. Добрый вечер, Наталья. Добрый. Наталья, то, что девочка хочет стать дизайнером одежды, с одной стороны, вроде бы как и неудивительно, и само собой разумеющееся. Но с другой стороны, и вы, и я росли в то время, когда в нашей стране ни секса, ни вкуса, ни стиля не было. И само понятие красота, оно было такое несколько усредненное, да, то есть чем незаметнее, тем лучше. Соответственно, возникает вопрос, откуда? Оль, ну я не согласна с месседжем таким, потому что мне кажется, что особенно в то время красивые какие-то вещи, особенные, они были, magic, они были волшебные. Вот что-нибудь привозилось из-за границы, какие-то платья, и это можно было потрогать, это был какой-то невероятный шелк, какие-то горошки, которых у нас тут не было. И это все приобретало, мне кажется, какую-то целую ментальную историю. Поэтому, конечно, это всем было интересно. Потом в городе были люди, которые несли на себе какой-то стиль, и они сразу казались особенными. Это, мне кажется, то, под гнетом чего мы до сих пор находимся, потому что нам всем кажется в какой-то степени, что, обладая какой-то вещью, мы переносим ее имидж во многом на себя. Мне кажется, что тогда была такая история. Сейчас она уходит. У вас она была? У меня она была, да, конечно, это же попадало. Но я попадала под очарование очень многих вещей, не только вещей, которые материальные, но кроме того, там, искусство, литература. Вот везде, где есть гармония, для меня всегда и сейчас теперь очень много значит. А если говорить о материальных вещах, которые в то время сформировали ваши желания, что это было? Платье в горошек, кружева, мамины бусы. Французский стиль, французские фильмы, очарование, легкости отношения к жизни. Это нельзя назвать материальным, но это очень сильно связано. И для меня это до сих пор является фетишем определенным. В каком возрасте появилось желание кого-то переодеть? И удалось ли реализовать это желание? Или его не было? Желание одевать родилось просто так? Не было. Даже не было такого желания. Все началось с того, что хотелось делать что-то красивое своими руками. Раньше это относилось к рисункам, к рисованию. Потом это переросло каким-то образом. Я, поскольку это начинала делать, умела делать, многие подружки меня к этому подтолкнули, потому что говорили, что мы хотим, нам тоже надо, пожалуйста, нам что-то помоги сделай. Так как-то постепенно все это переродилось в целый бизнес. Что было первым? Помните? Для кого? Что и для кого? Первым было платье для моей любимой подруги Наташи Можаевой, которая благополучно сейчас живет в Париже. Почему именно для нее? Близкая подруга, ей нравилось, что я делаю. Она все время говорила: дай мне это платье. Я поняла, что я не могу отдать любимое платье, я его уже люблю. Как-то вот. А на каком этапе подключилась архитектура и иллюстрирование? И почему на какое-то время это стало первично?
вышла на Архитектура первый план? было образование. Поскольку, ну, это тоже какая-то, это невероятная гармония, меня до сих пор привлекает. Был безумно интересный курс, масса людей необыкновенных, с которыми было интересно общаться, которые были наполнены какими-то идеями. Но потом, когда я закончила институт, я поняла, что мне дадут в лучшем случае построить квартиру в 30 метров квадратных с совмещенным санузлом и ничего больше. И тогда не было надежды на то, что вот что-то так изменится. Я поняла, что я так не хочу. Я хочу вот сама решать, что мне делать. И началась иллюстрация, поскольку я всегда хорошо рисовала. Я начала заниматься иллюстрированием и работать иллюстратором. А параллельно с этим вот как-то потихоньку начинался и вот бизнес, потому что носить было нечего. Вот это как раз были там 90-е какие-то, когда появились первые швейки, когда все было ужасно, и всем уже хотелось другого, когда мы увидели на экранах другую жизнь, когда мы поняли, что она может существовать. И тоже в какой-то степени, ну, прикоснуться было проще всего, вот, дав себе какой-то образ такой. Если возвращаться к работе иллюстратора, с архитектурой понятно. Вы поняли, что вам не дадут построить то, что хотелось. А, кстати, а что хотелось построить? Пространство. Да. Хотелось пространства. И мне кажется, что это самое ценное вообще, что есть, ну, и в жизни, и в архитектуре. Это... А иллюстрирование дало возможность? Да, иллюстрирование дало очень широкие возможности, и как-то все это было вообще замечательно до того момента, когда было принято решение о налогообложении на издательское дело. И Творчество закончилось. с того момента, да, творчество закончилось, потому что это черно-белое, это минимум иллюстрации, это яркая обложка и все. То есть реализоваться было некак. А для меня это, наверное, была вот жизненная цель, реализация, назовем это таким образом. Если вернуться к вашему становлению как дизайнера, да, вот на этом пути были какие-то неоднозначные моменты? Да, конечно, были неоднозначные моменты. В чем была их И до неоднозначность? сих пор он стоит, эта неоднозначность этого момента до сих пор присутствует. Мои ментальные пристрастия часто отличаются от того, что реально может продаваться. То есть вот мне кажется, что красиво вот это вот, а большинству людей кажется, что это странно. И с этим немножко сложно жить, но это мой путь. Что выбираете на этом пути? У кого идете на поводу или ищете Ну, конечно, компиляции баланс? какие-то. Балансы, компиляции. В какой-то степени я пытаюсь все равно адаптироваться. Ну, надо сказать, что я не делаю там какого-то постмодернизма непонятного совершенно никому. Ну, это какой-то минимализм, достаточно, может быть, строгий в какой-то степени. И мне кажется, что для него есть достаточно людей, которые понимают, кстати, очень многие вот именно из среды архитекторов. Угу. Ну и кроме того, есть масса людей. Меняется, сейчас, мне кажется, очень сильно меняется сознание. Вот в связи с этим вопрос: тяжело воспитывать вкус? Особенно, когда это связано с финансовой составляющей. Я не думаю, что я могу воспитывать вкус. Мне кажется, что это делает телевидение, журнал, интернет. Да. Интернет-блогеры, предложения по поводу, как правильно, как неправильно, что не нужно себя украсить очень сильно, а нужно просто быть самим собой. Ну вот как-то какие-то идеи, вот они сейчас, мне кажется, что они сейчас приобретают очень сильный вес. И я вижу, как многие люди, которые, даже из моих заказчиков, там, знакомых людей, которые все-таки были приверженцы декоративного стиля, что сейчас они, в общем-то, уходят немножко от этого, очень радует. То есть женщины, которые носят вашу одежду, это уже сформировавшиеся личности, ну, наверное, не только в бизнесе, но и в каких-то вкусовых пристрастиях и в мироощущении себя, да?
Ну, во многом, да. Это человек, который уверен в себе и чувствует себя. Ему нет необходимости обращать на себя внимание с помощью дополнительного блеска. То есть он сам по себе блестит изнутри, скажем так. Ваши модели очень узнаваемые, благодаря вашему фирменному стилю. Сложно ли и присутствует ли некий страх у ваших клиенток, когда они выбирают их? Или они четко понимают, на что они идут? Я никогда не замечала. Мне кажется, что женщины вообще очень азартные. Они, когда видят, что им что-то нравится, они понимают, что это их вещь, и они вот, ее хотят, то их, конечно, ничего не останавливает. Наталья, если возвращаясь вот к тому периоду, когда вы только начинали, Днепропетровск, понятно, что это не Лондон, не Токио, не Рим, не Париж. Здесь не тот, наверное, не настолько благоприятный климат, да, для развития творческого потенциала дизайнера одежды в полной мере. Может быть, я опять ошибаюсь. Почему остались в Днепропетровске? Чего-то не хватило, амбиций, смелости, финансов? Или это была вот такая вот позиция? Оля, это частый вопрос. У меня у самой, я периодически сама его себе задаю. Есть много пунктов, по которым я понимаю, что вот как-то сложилось так, а не иначе. Ну, во-первых, вопрос экономики, наверное, все-таки. Но я реально оценила ситуацию и понимала, что для того, чтобы выйти на европейский рынок, ну, скажем так, европейский, но нужны очень серьезные вложения. То, чем я занимаюсь, это не тот бизнес, который приносит какие-то громадные доходы. И вы можете посмотреть по многим нашим дизайнерам, то есть это достаточно сложный путь реализоваться за границей. Заниматься не тем, чем я хочу заниматься, мне тоже не хотелось. Я там оценила вот какую-то вот эту внутреннюю состоятельность этого всего, свой какой-то психологический комфорт. Я поняла, что вот я не тот человек, которому нужен там дополнительный адреналин. Он у меня реализуется, когда я рисую или делаю модели. Вот именно в процессе творчества я страшно увлекаюсь, я могу там забыть про все. И мне этого, в общем-то, наверное, достаточно. То есть вот разрушить все те нити, связи, которые у меня есть в жизни. То есть для меня мир — это вот то, к чему я прикасаюсь. Что было бы там, неизвестно. Ну, на самом деле, сослагательного наклонения история, как известно, не имеет. Что было бы или как было бы, неизвестно. Ну вот я решила, что... это мой жизненный путь и мой психологический комфорт. То есть в какой-то степени, где родился, там и пригодился, сработало, да? Я думаю, что это вообще на самом деле сделать вот вокруг себя, какую-то построить гармонию. Мне кажется, что это сверхзадача. Вам удалось хотя бы на чуть-чуть приблизиться к этой сверхзадаче или еще в процессе? Я периодически думаю над этим. Иногда мне кажется, что нет. Иногда я очень довольна результатом. Я очень сильно подвержена влиянию и очень сильно пытаюсь вынырнуть из этой истории. Потому что, мне кажется, в какой-то степени надо понимать, что люди говорят, оценивать, но нельзя эмоционально реагировать там на какие-то месседжи. А жизнь, все время разная. Иногда кажется, что ты вот, ах, какой, айда Пушкин, айда сукин сын. Иногда кажется, что просто сукин сын. Вот, и ничего там интересного нет. Жизнь живая, интересная по-своему. Вот вообще в данной ситуации для Натальи Музыченко, которая уже бренд, Днепропетровский бренд, украинский бренд, чья Спасибо. Точка зрения, это объективно, чья точка зрения для вас весома и чье мнение может вас вот подвергнуть в это состояние? Айда или просто сукин сын? Близких, родных, сотрудников, клиентов, просто человека со стороны? Я, знаете, как видно, такой человек, наверное, как все творческие люди, меня легко там подвинуть, потом я быстро восстанавливаюсь, становлюсь на место, но, как оказалось, самый весомый аргумент, который я слышу, и самое интересное мнение, это мнение моей дочери. И какое оно бывает чаще всего?
Ну вот сейчас я вижу, как ей все нравится, что я делаю. Она тоже, ну, тоже росла, она в какое-то время была подростком, она в какое-то время там вот это роста, когда нравились только вещи брендовые. И сейчас я вижу, как она говорит, я этого не хочу, этого не хочу. И когда она говорит, вот это вот. Сколько Дочь дочери? дизайнер, 30 лет, живет в Киеве, дизайн интерьеров, ну, удачная карьера, великолепный вкус. Ну, то есть, кроме всего прочего, что она моя дочь, ее мнение для меня, ну, очень важно, в принципе. Кроме того, я доверяю очень сильно ее вкусу, ее там представлениям о гармонии. Ну, вот как-то вот. Вы каким-то образом влияли на выбор дочери или так получилось? Да, я влияла на ее выбор дочери. И вам за это не стыдно? Не стыдно мне за это, потому что моя дочь периодически, она вот тот человек, который человек драйва. Она потом мне сказала, в какой-то момент мне сказала, а я хочу быть следователем. Я была в ужасе. Я, ну как бы. Два вопроса. Я Почему она так сказала и почему вы были в ужасе? Мне не хотелось, чтобы моя дочь столкнулась с большим количеством жизненных негативов. Вот мне бы не хотелось для нее это. Потом мне показалось, что это какая-то завиральная идея, потому что ее подружка собиралась быть следователем. И потом, ну, я понимаю, что у нее 3 поколения людей искусства как бы уже выросли перед ней. Но ей Бог сам велел. Ну вот, и я видела у нее великолепный вкус, я видела ее наклонности, я видела ее вот, в отличие от меня, более аналитический ум. И мне казалось, что вот у нее там будет все получаться. Одним словом, вы лишили Украину стильного следователя. Следователя. Вот. Ну, это как бы был какой-то переломный момент. Потом мы отправились в школу, которая растила как бы дизайнеров, и ее это, конечно, все увлекло, она там все понравилось. Наталья, если возвращаться к вопросу авторитетов, одна из любимых ваших фраз, и вы об этом упоминаете во многих интервью, это фраза гениальной, знаменитой Коко Шанель: «Мода как архитектура, вопрос пропорций». Вообще для вас авторитеты были, есть, будут? Насколько значимую роль они играют или не играют вообще никакой? Я увлекаюсь разными дизайнерами периодически, мне нравится. Но надо сказать, что жизнь дизайнеров очень неоднозначна, потому что некоторые коллекции удачные, некоторые коллекции неудачные, и видно эта разность. Но никто, ну, как бы не является для меня тем, чем бы я хотела быть. Да, я собираю, ну, вот какие-то ощущения. Там мне нравится чувство стиля, в другом мне нравится смелость, в другом мне нравится культура подачи этого всего. Ну, то есть, ну, как видеть вокруг все, но растить внутри себя. Потому что так или иначе в какой-то момент ты там смотришь на все, восхищаешься, а потом надо закрыться, забыть все и делать вот то, что... Вот узнаваемость стиля никогда не создавала ее какими-то ограничениями или вот буду делать так. Нет, это просто какое-то внутреннее состояние, которое я делаю то, что мне нравится. Вот я не совсем бизнесмен в этом отношении. Вот, и, по-видимому, вот это то, что мне нравится, оно каким-то образом отражается в том, что я делаю, это видно. Ну, мне очень, очень нравится эта история. А вот вы сейчас участвуете, скажем так, во многих образовательных программах. Вы сами уже для кого-то стали авторитетом, и вы это осознаете, или пока вы еще в роли учителя направляющего? Вот как вам кажется? Честно говоря, это такой пункт, который для меня не самый важный. А что я самое важное в обучающих? никогда не думала, что я буду кого-то учить, и вообще роль учителя для меня не очень привлекательная ментально. Ну, люди обратились с предложением таким, мне показалось интересным это все. Помогло во многом собрать ту информацию, которая у меня есть, которую я знаю, и она там сложилась в какую-то гармоничную структуру. Мне было тоже очень интересно попробовать. Мне кажется, что ту информацию, которую я могу предложить, она уникальная в том смысле, что имея такой громадный опыт общения с женщинами, потому что одежда только для женщин, и имея информацию, вот сейчас громадный доступ
через интернет к информации, я имею возможность ее пересложить ну, вот в упрощенном варианте. Не примитивном, а именно когда нету воды, когда нету вот этого всего ненужного, а вот концентрация. Вот тут я работаю, скажем так, как архитектор. Мгм. Фундамент, стены, а потом уже вензелечки. Ну, то есть вот представление. Очень благодарна своему образованию за умение, кроме того прочего, своей сущности как творческого человека, научили структурировать все. Вот структура, выстроить правильно структуру. Это главное, это второстепенно, а это можно бритва Акама. Все ненужное отрезали, выбросили. Но архитектура, создание архитектурного произведения — это процесс, растянутый по времени. Ваши обучающие программы, они несколько более скомпонованы. Результат видите? Конечно. Результатом довольны? Конечно, конечно. Какой он, как правило? Вот что замечаете в начале курса и в конце курса? Вне зависимости от того, с какой возрастной категорией вы работаете. А они, насколько я знаю, разные. Ну, вот как бы сказать, что вот кто-то там осяял моими знаниями и превратился из Золушки в царицу. Ну, Нет, это, я думаю, мы не наверное, будем слишком, говорить, да, да, наивно. глубоко философскими Но мне кажется, категориями. что я вижу, что я помогаю людям. Ну, реально, вот помогаю какими-то простыми вещами, что надо делать вот так. Как правильно сложить свой гардероб, в смысле не по полочкам, Скомпоновать. скомпоновать, да. Как это правильно? Избавиться от вещей. Вот вы там не носите вещь год, выкиньте ее, вы никогда уже не будете носить. То есть есть какие-то вещи простые, которые надо знать. Убрать все лишнее, выяснить, что нужно, добавить, чего не хватает. Ну, то есть это какие-то вещи, которым просто нужно учиться. Нас никто этому не учил. И как бы никто этим не занимается. Есть масса знакомых, у которых, как выяснилось, забиты шкафы какой-то хорошими, качественными вещами, но они никому не нужны, они их не носят. Открывают шкаф, и начинается страдание. Как я могу себе что-то купить новое, когда вот тут всего дофигища? Ну, дофигищу это или продать, или подарить, или поменяться с кем-нибудь. То есть любимую проблему женщин — одеть нечего, повесить некуда — вы решаете с успехом. Ну, потому что висит то, что не нужно. И это проблема не только с одеждой, со многими вещами. Совсем недавно вы презентовали последнюю, новую капсульную коллекцию, которая, как и предыдущую, тоже отвечает этому принципу, да, насколько я знаю. Но вопрос не об этом. Вопрос в том, как любят говорить психологи, про что эта коллекция. Вот последняя, в связи со всеми событиями, отразились они, не отразились. То есть вот про что? Про события. Интересная вся эта история про события. К моему удивлению, что после определенной паузы, которую взяли женщины, ну вот это, собственно, вот время Майдана и чуть позже, потом вдруг все стали приходить и говорить, ну нам хоть что-нибудь нужно, мы, ну, женщина существо слабое, им надо Всегда вот остается женщиной. Как замечательная фраза у Пелевина, что для того, чтобы там пополнить энергию, надо или 50 грамм водки, или что-нибудь купить на $50. Мгм. Ну вот тут как-то женщинам надо было, видно, пополнить свою энергию. Между образом. тепловизорами и целоксами все-таки Да, возник да, вопрос все равно платья. надо как-то вот морально восстанавливаться. И новое платье, мне кажется, ну это серьезный вспрыск энергии. Вот. Это раз. Два. Я не работаю одна. За мной стоит группа людей, у которых есть дети, которым нужно есть. И работу никто не отменял. Мое отношение к тому, что происходит в нашей стране, это одна история. Я могу там и переживать, и стараться что-то делать. Но то, что касается моей работы, это вторая половина. Работу никто не отменяет. И этим людям надо дать работу в любом случае. Это, ну, как бы вторая часть. А третья часть, что, в общем-то, вот эта коллекция, как никакая другая, построена на принципе комплементарности, когда минимум одежды может дать максимальное количество результатов,
Кроме всего прочего, ну, эта коллекция менее дорогостоящая, чем обычные мои коллекции. Она как бы более приземленная, более повседневная, скажем так. То есть там нету каких-то излишне роскошных вещей. Ну вот, я считаю, что на данный момент это вот более актуально и более правильно. Были отзывы по поводу пир во время чумы? Лучше бы деньги Вот ни на разу. армию. Вот ни разу. Поняли, приняли. Вот ни разу я не слышала ничего такого. Мне кажется, что вот наоборот. Ну и потом пира-то не было. Это, ну, как бы нормальный, не пир, а нормальный обед, который необходим человеку. Ну, Как была воспринята коллекция теми, кто был на презентации? ну, всем, ну, хвалить себя очень не люблю, считаю это неправильным и некрасивым, но я очень Но тем не менее, довольна. сам себя всегда похвалишь адекватно, побоясь перехвалить. Ну, мне показалось, что это вот то, что нужно. То, что нужно. Дальше Я продолжение вижу. будет? Конечно. Ну, работа — это работа. Это моя работа, это то, чем я занимаюсь, это то, чем я живу. Конечно, будет продолжение. Конечно, будет зимняя коллекция. Потом будет новогодняя капсула, потом будет весенняя коллекция. Уже какие-то мысли есть или пока еще только формируются? Ну, зима, да. Зима делается уже в полном объеме. Когда ждать? Я думаю, что через месяц, наверное, да. Ну, потом они небольшие на самом деле. И как всегда будет под другим углом. Вообще Другим сложно углом смотреть на это жизнь? как бы все надо поставить с ног на голову и посмотреть, а как это красиво. Ну вот я всегда как-то люблю и ткань посмотреть, шиворот на выворот. То есть увидеть структуру, увидеть непривычное. Потому что мне кажется, что это единственный путь для творчества — идти другим путем. Другим. Все сделать наоборот, ну, так, чтобы там было гармонично. А вообще ваше жизненное кредо сложно жить, смотря на все под другим углом? Это не сложно, это очень интересно. Ну, банальность — это самое ужасное, что может быть в жизни. Мне всегда казалось, что понятие там усредненности, ну, это ужасно. Лучше пусть про тебя говорят, что ты там мерзавец последний, но не посредственность. Вот посредственность — это, мне кажется, это самое большое оскорбление, которое может быть для человека. Поэтому вот это вот задом наперед, сверху вниз, все это все интересно. Потом открывается масса неожиданных вещей, которые на самом деле, вот когда свитер оденешь вверх ногами, оказывается, что он может быть безумно красивый, и декольте получается шикарное, там, или еще что-то такое. Но это дизайнерский путь, а вот так, а вот так, а вот так. Наталья, спасибо вам большое за вот эту непосредственную и, на мой взгляд, достаточно откровенную беседу. И вам спасибо. I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. Студия красоты Shade. Все оттенки твоих желаний.